Всем здравствуйте! У нас прогноз на первую половину сентября для знака зодиака Телец. Мы посмотрим сферу работы, бизнеса, карьеры, финансов, отношений для тех, кто состоит в отношениях, для тех, кто в поиске. Получим совет от оракула Луны. Ленорман нам покажет сюрприз или неожиданность. Еще у нас будет маятник. Маятник — это ответ на вопрос, на ваш вопрос, да или нет. Поэтому пока я готовлю ваш прогноз, подумайте, на какой вопрос вы хотите получить ответ. Тельцы, первая половина сентября. Что у вас будет происходить в начале сентября? Ваш настрой, ваши ожидания. Так, что вас ждет в личных отношениях? Первая карта у кого не есть. Отношения или брак. Вторая для тех, кто в поиске любви. Ух, у вас парочка здесь какая. Король и королева жезлов. Так, хорошо. Работа, карьера, бизнес. У кого есть занятость. И для тех, кто в поиске работы, ваши перспективы. Финансы. Что вас ждет в конце этих 15 дней? Совет или предупреждение от Таро. Да, очень много жезловой масти у вас. На дне колоды тройка жезлов. Тройка жезлов — это расширение. Это может быть расширение ваших владений. Может быть, это подобрать себе там участок земли для строительства или недостроенный дом, или может расширить квартиру, то есть купить большую, как бы поменять. Это может быть расширение бизнеса, может быть открытие новых точек, или выбор новых направлений, или выход на новые платформы, например, может быть на интернет. Еще это сидеть и ждать. Ждать, может быть, какого-то приглашения, вот куда-то уехать. Может быть, ждать поездки в отпуск или какой-то поездки. Может быть, ждать переезда. То есть решается какой-то вопрос, вы уже договорились, ну, может быть, нужно время, например, для оформления документов. Еще это может быть продвижение по службе, нахождение новой работы. Вот вы ждете, подали резюме и ждете, да, здесь есть шанс найти работу или присоединиться к какому-то бизнесу. Потому что, как правило, карта показывает сотрудничество. Но также это может касаться отношений, это расширить членов вашей семьи. Здесь у вас ложится королева жезлов. Иногда карта показывает о том, что женщина хочет стать мамой. Может быть, кто-то планирует сейчас малыша. Так, давайте посмотрим. Сюрприз, неожиданность, Тельцы. Первая половина сентября. Что нам скажет Ленорман? Ну да, здесь у кого-то может быть известие о беременности. Здесь мужчина, сексуальные отношения и может быть зачатие малыша. Но также здесь может быть известие по поводу решения вопросов с вашим ребенком. Сейчас начало учебного года. По лилиям это может быть поступление ребенка в какой-то элитный вуз или, может быть, гимназию. И как раз у вас здесь маг — это тоже какое-то новое начало. Это может быть специалист, который поможет вам забеременеть, например. Или это начало, может быть, какого-то бизнеса, проекта, начало новой работы. Или начало нового дела. Ну, как я по тройке говорила, может быть, это что-то связано, пожилые люди, ребенок. Может быть, вы здесь решаете вопросы там, с наследством, или разъехаться, или наоборот съехаться. Вот, да? Может быть, вам надо выйти на работу, не с кем оставить ребенка. Здесь решение вопроса может быть с пожилыми людьми. Кто-то, может быть, сейчас из тельцов хочет уехать в отпуск, ну, будете решать вопрос, например, оставить ребенка там, на взрослое поколение. Также маг — это может быть какие-то новые дела, это может быть и работа, бизнес. Ну, тут карта говорит, у вас и энергии, и сил, и возможностей будет много, вот что-то начать.
У кого-то это может быть начало новых отношений, но здесь мужчина будет лидером. Ну, король жезлов, как правило, это доминант. Также это может быть начало строительства, ремонт. Вот что я здесь в тройке жезлов озвучивала, да, это расширение. Может быть, это расширение вашего бизнеса, работы, получение новой должности. Но здесь карта говорит, вам нужно будет или с кем-то заключить какие-то договора, сделки. Помогу, у вас есть шанс договориться, вопрос решить. Вообще карта показывает очень активный период вот в начале сентября. Для тех женщин, кто хочет забеременеть, карта говорит, нужно найти хорошего специалиста. Скорее всего, вы его найдете, который поможет вам наконец-то решить этот вопрос, там, забеременеть. Хорошо, для тех, кто в отношениях в браке, ложится королева жезлов. Но для мужчин понятно, это может быть ваша возлюбленная супруга, конечно, это женщина очень активная, это лидер. Давайте мы ее сразу уточним. Для женщин это может быть или желание забеременеть, родить, или может быть это соперница. У кого-то операция. Тут или операция Кесарева, хороший специалист, или операция для того, чтобы забеременеть. Также здесь принятие какого-то решения. Решение может быть о вступлении в брак, у кого-то решение может быть о подаче на развод. Потому что все-таки это не ваша масть. Здесь вот рыцарь мечей и дьявол. Да? Дьявол — это искушение, соблазны, но еще это измена и обман. Ну, давайте мы еще одну карту. Да, здесь еще может быть при помощи королевы жезлов подписание договора. Это может быть договор купли-продажи для тех, кто собирался решать вопрос с недвижимостью. Да, переезд. Переезд, и очень тяжело будет. Королева жезлов показывает, вы справитесь, но все-таки, да, активность, переезд, новое место жительства, но все-таки не забывайте отдыхать. Не накрячивайтесь вот так, как по десятке жезлов, не тащите все на себе, распределите обязанности между домочадцами. Так, еще одну карту хочу. Нет, здесь скорее всего, решение каких-то домашних дел. У кого-то здесь беременность, вот опять туз кубков, это исполнение желания. Это может быть наполнение, да, зачатие. Но также это может быть новое начало. Вот переезжаем и обустраиваемся на новом месте. Расширение ваших владений или членов вашей семьи, как я и сказала по тройке жезлов. Так, хорошо, для тех, кто в поиске любви, отношений, да, здесь новые отношения, новое начало. Или человек будет старше, или он как бы станет покровителем для женщины. Ну, и еще это доминант, конечно. Так, а для мужчин-то? Для мужчин это не ваша масть. Давайте мы для мужчин уточним. А для мужчин здесь, скорее всего, карта показывает, вы сейчас взяли паузу в отношениях, вы занимаетесь работой, карьерой, бизнесом. У вас сейчас очень много планов. Может быть, вам предстоит какая-то поездка. Ну и поездка это может быть и командировка, может быть дальняя, может быть долгая. Или это вообще переезд в другую страну, как я говорила. Поэтому вам сейчас не до отношений. Вот умеренность это остановка, пауза. Иногда она приходит после смерти, когда мы заканчиваем одни отношения, но еще пока не готовы к другим. То есть мы взяли период, да, вот, исцеления или восстановления сил, или реально у нас сейчас совсем другие интересы. А для женщин знакомство и обретение гармонии, спокойствия. Ну, говорю, тут или человек будет старше, но опять вот лилии это мир, это гармония, это равновесие в вашей жизни через новые отношения. Так, хорошо. Для тех, кто работает, десятка пентаклей. Здесь, может быть, карта показывает, что вы работаете в какой-то крупной корпорации или в крупной компании, или, может быть, это государственные предприятия или структура. Или же вы ведете дела вот с такими компаниями, но здесь очень стабильное положение.
Здесь хорошая финансовая безопасность, может быть, даже большие деньги здесь крутятся. Здесь есть стабильность, да, и благополучие. Самое главное, здесь есть уверенность в вашем будущем. Может быть, это процветание вашего семейного бизнеса. Может быть, у вас бизнес связан, например, с отделкой, строительством, может быть, недвижимость, но это не обязательно. Но, во всяком случае, здесь очень хорошее положение. А для тех, кто в поиске здесь, да, здесь может быть присоединиться к какой-то команде или вот тройка, да, мы ждем. То ли мы ждем предложения о работе, может быть, мы куда-то послали резюме, то ли мы ждем приглашения, вот нам нужно куда-то уехать, переехать, потому что четверка иногда говорит, это наш дом, это наша семья, может быть, вы всей семьей куда-то уезжаете, за границу, например. Или это, вот, как я сказала, бизнес-партнерство, вот, влиться в какую-то команду. Но здесь хорошие перспективы. Опять что-то связано с домами, строительство, ремонт, отделка, может быть, дизайн-проекты там сада или помещений. Может быть, еще, знаете, здесь связано с подготовкой к каким-то праздникам, дни рождения, свадьбы, что-то с этим связано. Или какие-то увеселительные, может, не знаю, развлечения. Хотя сейчас все это схлопнулось, конечно. Но карта дает хорошую уверенность в будущем. Вообще у вас вот по работе, для тех, кто уже работает и кто в поиске, здесь какая-то стабильность появляется. Хорошо. Вот у нас финансы, старший аркан, верховная жрица. Какая-то тайна или ожидание? Ожидание чего-то. Может быть, ожидание вот приглашения уехать куда-то. И вот это вас вопрос будет интересовать, да, решится или не решится этот вопрос. Сколько мне еще ждать? Потому что если вы куда-то уезжаете, конечно, будут траты. У нас жрица вообще это идеал, конечно, да. Это идеал. Да, тут какие-то страхи. Получится, не получится. Тут еще могут быть страхи, вот вас куда-то приглашают в какую-то компанию или присоединиться к какому-то проекту. Девятка иногда говорит, нам страшно, вдруг мы не справимся и подведем людей. Тут жрица еще, конечно, говорит о слушать свою интуицию и подсознание. Еще верховная жрица может говорить помощь от какой-то женщины, может быть, это взрослая женщина, может быть, это ваша мама. Здесь или помощь материальная, или, может быть, каким-то советом, или подсказка. То, что уберет вот эти ваши страхи и неопределенность какую-то. Ну вот видите, солнце уже встает на горизонте. Вопрос-то этот решится. Может быть, она говорит, что ваши страхи, что уж больно затянулся какой-то вопрос с финансами. Что-то я не очень понимаю. Потому что в совет карта может говорить о помощи от кого-то, но по дьяволу, если у вас с финансами тяжело, и вы думаете брать, не брать, да, дьявол говорит, подумайте, прежде чем влезать в кредиты, сможете ли вы их выплачивать. Но еще вот эта морковка, да, у осла, когда дают деньги, но за это какие-то капальные условия. Так. Ну, я думаю, что вы тут переживаете по поводу поездки. Поездки или по поводу получения новой работы, или по поводу продвижения или уезда. Вот все-таки две карты говорят, затянулась вот эта ситуация, никак она не решается, и вы уже переживаете, получится или нет. Ну, у нас рыцарь лег. Дьявол может, как, конечно, показывать ваше страстное желание уже решить этот вопрос. Все-таки у нас дьявол — это материальный мир. И тут еще, как в совет, она говорит, да, если вы куда-то едете, постарайтесь не впадать ни в кому зависимость. Например, вас приглашают на работу, ну, предположим, за границу, и вы подписываете какой-то очень кабальный договор. То есть вот вас приглашают на работу, и вам 3 года нужно обязательно отработать на этого работодателя. Здесь уже будет как бы он главный. Да, вы переедете, может быть, вот не будет повышать зарплату, как положено, да, или какая-то очень тяжелая работа. То есть постарайтесь не впасть ни от кого в зависимость. Ну, может быть, в зависимости еще от своих соблазнов и желаний.
Да, ну не переживайте, дорога ваша придет, да, состоится. Известие вы получите. Вот то, что вы ждете. И в конце у вас 15 дней это поездка, это переезд, это иммиграция, это может быть командировка, но это что-то связано с заграницей. И вот в этой колоде, да, на пути к вашей цели тут и горы, будут трудности. Но я думаю, что вы понимаете, тем более, если вы уезжаете в другую страну. И здесь еще вот этот дракон, который плюется огнем, да, вот этот вирус. То есть здесь вам нужно быть очень аккуратны и осторожны в этой поездке. Ну, вообще не в поездке, а вообще в переезде. Так, ну давайте мы получим для вас совет от королевы Луны. Тельцы, первая половина сентября. Darkness. Darkness это у нас темнота? Нет. Да, Darkness у нас это темнота. Вот у нас в совет дьявол. Ведь дьявол еще это наша теневая сторона. И Darkness это тоже наша тень. Здесь вот эти две карты говорят вам, что для вас пришло время заняться теневой работой, которая впоследствии может принести вам большие дивиденды. Освободитесь от всего того, вот что держит вас пленником и что вам больше не служит. Какие-то привязки, какие-то, может быть, вредные привычки, какие-то низковибрационные люди или занятия, или, может быть, даже местоположение. Но все равно не забывайте о дуальности жизни, о дуальности нашего существования, что есть наша темная сторона, светлая, и вам нужно постараться их как бы уравновесить. То есть как бы не попадать и под влияние чего-то негативного, не уходить в материальный мир, но и чтобы не было перекоса, когда человек уходит вглубь себя, внутрь себя, ищет свои духовные цели, забывая о материальной стороне жизни. Да, вот как-то у вас сложный сегодня совет. Ну, я надеюсь, вы меня услышали. Давайте мы получим ответ на ваш вопрос, да или нет, от маятника. Маятник, ответь, пожалуйста, тельцам на первую половину сентября ответ на их вопрос, да или нет. Ответ «да». Вот такой у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас за внимание, за лайки, за комментарии. Всего хорошего.